сложно что-то говорить. Долго ехали из Омска и наконец приехали. Небольшая суматоха. Не успеваем к нашим спортсменам, о которых я буду рассказывать в ближайшие сколько-то минут. Они уже давно поставили велосипеды. Не получилось получить аккредитацию у меня, что как бы не очень, да, хотя в Троницку в принципе никого не пускают. Но сейчас будем знакомиться, и я думаю, в ближайшие минуты вы проведете с интересом. Слушай, ну так что, 4 года назад ты здесь была. Есть цель как-то, не знаю, я так понял, цель прохождения вообще, да, глобально? Слушай, это очень такой сложный старт, потому что, во-первых, мы его ждали 3 года. И у меня в этом году был синдром отмены, потому что я до последнего, ну вот уже неделя остается, и вот было ощущение, как в прошлом году. Короче, сейчас что-нибудь скажут, что, ну, типа, нас не пустят. Причин-то в этом году больше, чем ковида. Ага. Вот, и поэтому как-то сложно в эмоциональном плане к нему было готовиться. Вот, ну, вчера еще, когда сказали, что шансов у нас там не оплатить, не отобраться нет, поэтому просто покайфовать. Ага, понял. В прошлом году, когда мы за неделю до узнали об отмене, я психанула и просто прям 14 числа вышла и сделала полный дома у себя. Меня супруг сопортил. В смысле дома? Ну, в Барнауле. Просто проснулась, поплавала 3,8, сразу прыгнула на вел, проехала 180. Ну, он стоял на машине, там вода, все дела, ну, типа пункт питания. Все, потом 42 там на Грибном канале у нас. Ну, то есть я форму реализовала. Прикольно. Я улучшила тогда время. У меня первый полный был 12:35, а вот этот самостартом я сделала что-то типа за 11:40, по-моему. Ну и получилось как бы кайфово, и форма реализовалась. И знаешь, ну наступает такое осознание, что в принципе, ну человек реально может все, и ну окей, ну отменили старт, ну если ты хочешь, иди бегай. Ну, прикольно, нет, прикольно. Нет же никаких, это круто. Нет же никаких Очень ограничений. крутая идея. Ну да. Крутая тусовка, тем более Айрон. Ну, прям я очень сильно сняли, как-то перепровесили. Ребята сейчас попробуют водичку. Плавают. Может, вы тоже плаваете, вы двое? Плаваем, да. Что-то не хочется. Но не сегодня. Ну что, ребята пробуют водичку, очень много триатлетов на побережье. Вот. На побережье, так сказал. Ядрить, смотреть. Побережье. Вот. Все пробуют воду. Ну и, конечно, аполлонский выход из воды. Грязная, но теплая. У кого есть спасательный круг? Бросьте им. Чтобы добить? И чтобы вынесли. Там было удачи. Но водорослей-то не хватает, этих родненьких, беловских, которые вот так вот тебя все вот так вот Которые очечки снимают. обнимают тебя. Ласкают, так сказать, полдистанции. Вот, но в целом хорошо, вода очень теплая. С утра будет в гидрике нормально, потому что будет на улице прохладно. Что тут есть? Казахская форма за 80 тысяч. Меньше градусов, больше скорость, это большая звезда. Елизавета настолько переживает за то, что в Ишиме не будет видно воды, что включила фонарик заранее. Ну что, друзья, удачи, давайте на завтра. Завтра увидимся, я буду за вас болеть. Да, мы Буду будем всё сегодня показывать. есть макароны и спать. Вы макароны итальянские или казахские будете есть? Я не знаю, Ролтон, кто делает, итальянцы или казахи? Ребята, можно пожелать только удачи. Послушали мы их, я поговорил с Димой и Дашей, реально мы, ну не то чтобы ужаснулись, но такое, знаете, немножко страшновато, наверное, тем, пока у кого нет опыта в половинке, в полном.
те, которыми являемся мы. И поэтому ребятам только удачи мы пожелали. Сейчас они пойдут есть макароны, отлеживаться. И завтра уже мы с ними увидимся на старте. Я буду за них болеть. Хотел с ними вообще сделать длительную тренировку, пробежаться хорошенечко, но не получится, потому что полная дисквалификация за это. Нельзя ничего подавать, никак рядом бежать, вести никого, ничего нельзя. Это Ironman. Будем узнавать больше про эти старты. Дай бог, сам скоро поучаствую в ближайшие полгода-год в таком старте. Ну, посмотрим, как стартанут ребята завтра и что у них получится. Ориентировочное время, которое они озвучили, это по-хорошему 10, 11, 12 часов. По-хорошему, может 14 даже. Все как пойдет. Дистанция долгая, тяжелая. Питание долгое, тяжелое. Поэтому будем смотреть, болеть и посмотрим, что завтра, как это все будет выглядеть. Стартовая суета. Все конкретно наводят шорох, готовятся. А вот и наши чемпионы. Доброе утро. Как вы? Нормально. Нормально? Мы все проверили, Что покушали? подкачались. Кашу. Что у нас за каша была? Ячневая? Ячневая Каша. И Молодцы. чаечек со сгущеночкой. А вчера были макарошки. Со сгущеночкой? Чаечек, да. Ну, это серьезный подход. Все, погнали. Как бы одно дело уметь накачать колеса, другое дело уметь писать в штаны. Знаете ли. Ну, можно написать еще до, как бы, да, какая разница? Да. У Миши такое лицо, как будто бы он прямо сейчас это делает. А я и не сплю. Да, я смотрю, все выходят, такие зевают, кто-то там жует бутерброд, прям идет с бутербродом такой, знаешь. Ну, прям это забавно все выглядит. Что, сколько спали в итоге? Нормально. Спала, наверное. Часов 10 легли? Да, мы в 10 уже легли. Отлично. Ну, я просыпалась, наверное, раза 3. Я реально уснул, считая этих не овец, а Овец? слонов. Потому что это Так, все спортсмены одеваются, разминаются. Кто-то делает йогу. Наши спортсмены в том числе надевают гидрокостюмы, вот они. Складывают вещи в белые мешки и сдают их сюда. Миша, тебя только что потрогал индус. Я думаю, это определенно на удачу. ну, Он прикоснулся к может, твоей я ему спине. Будду напоминаю. Со мной китайцы фотографировались как не в себя в Китае. Конечно, больше всего мне нравится восход. А вот и тренер. А вот и тренер подошел. Ладно, приятного аппетита. Благодарю. Какое тебе дело до нашего аппетита? Там, как вы видите, есть определенные группы, которые будут плыть с определенным темпом и на определенное время. Я понимаю, согласно этим группам будет роллинг старт, если не ошибаюсь. Собственно, на это все мы посмотрим. Вообще говорят, что заявлено около 2000 человек вроде как. Ну не знаю, посмотрим. Всех я считать не буду, конечно. Но народу просто дофига, это точно. Все, давайте, ребят, удачи, мы в вас верим. Да, мы постараемся. Давайте. Топите, топите. Так, у нас уже стартовала элита, я так понимаю. Уже люди, как видите, забегают в воду и начинают молотить по полной. О, это вообще зрелище, конечно, атмосферное очень. Ой, но тем не менее, меня, конечно, все-таки мне больше нравится красота вот эта вот. Красиво. Успевать. А нет, нормально. У спортсмена первого одна рука поднимается гораздо прямее и выше, чем другая. Очень интересный момент. Понятно, что дышит он на ту сторону, где рука поднимается выше. Ой, кажется, плохо.
прилег отдохнуть, передохнул и поплыл дальше. Все в порядке. Увидели нашу визу, вот она проплывает. Спокойно, не торопясь. Конечно, мое мнение, наверное, мало кого интересует, но что-то очень много кто плывет прям совсем плохо. Не знаю, короче, это, наверное, не очень корректно, ну, глобально, да. Но выходить на дистанцию в 3-8 километра с такой техникой, я не знаю, ну как. Техники разные, очень много кто плывет по-разному совершенно, и это тоже испытание. И, наверное, моя техника в чем-то там вело, или в плавании, или в беге тоже для кого-то кажется абсолютно дилетантской, но, тем не менее, мне кажется, нужно как-то этим заниматься с тренерами, короче, стараться делать правильно, набирать опыт, и потом уже приходить осознанно к полной дистанции. Вот на второй круг пошел лидер, не знаю, кто это. Он и на спине фигачит, и не на спине. Давайте обратим внимание на технику. Сейчас подойдем поближе и посмотрим. Так, можно обратить внимание, что у него очень высокие грибки, длинные, хорошо поскальзывает по воде. Видно ноги, что говорит о его балансе. И в целом он на каждый грибок... Молодец, ты первый идешь, молодец! На каждый грибок проплывает очень много. Сейчас мы увеличим. Вот, и посмотрим. Не, ну молодец. Конечно, шапочку бы, наверное, для гидродинамики. Расскажу немного о своих целях, для чего я здесь вообще. Первое, конечно, поснимать видео на YouTube для вас. И второе, для себя немножко понять и увидеть, как происходят такие соревнования, как люди это делают от начала до конца. И очень интересно смотреть и видеть технику, да, сравнивать, анализировать. Мне такая аналитическая работа очень нравится. Сейчас я поснимал видео, покажу сейчас, как плывет Евгений Никитин. И это красиво. Ну, то есть это просто красиво, правильно. Видно, как проходят руки, как работает грибок, да. Видно не все, но тем не менее очень полезно разбираться в этом, наблюдать, смотреть, быть спортсменом именно увлеченным и пытающимся разобраться. Вот. You all look happy. Everybody is excited. What a day. Полный скандал. Минимум екі жыл дайындық керек қой, минимум прям дисциплина. Желательно бір 3 жылдай дайындық керек, чтобы более-менее. Something you saw it, yeah? 3, 2, 1, старт! .3 1,900 meters. Morgan, good morning. Лиза, давай, Лиза, вперед, отлично! Я улучшила плавание на 5 минут. Супер! Вперед только! Еще водичка отличная. Сәттілік, Лиза! Сәттілік! Сәттілік! Удачи, говорят. Хоть язык выучу, пока стартовать буду. Есть сила? А? Есть сила? Я там буду есть еще. Сейчас на велосипеде долго отдыхать надо. Картошечка вареная, борщик.
рожки. Ну туда. До встречи. Давай, давай. Ну, видишь, как я быстро приехал. Что, пойдем? Так, вот наша Лиза, определяем ее по татуировке на спине. Надела шлем, One of our young ladies having a look at her bike. The bike is off the rack, the shoes are clipped in. She's берет ready to go. велосипед. Тем, кто не замечает, что нужно залезать на велосипед только после красной линии, поэтому подсказывают волонтеры. Здорово. В основном все бегут в велотуфлях, на ходу запрыгивают единицы. Ну что, как мы видим, уже большая часть спортсменов уехала. Осталась половинка, наверное, еще. Наши спортсмены уехали на вело. Ну, теперь остается длительное томительное ожидание, 180 километров. Не знаю, получится ли поймать их на круге, но посмотрим. Сейчас разберемся. Можем пока посмотреть на спортсменов, которые переодеваются. If you're a full distance Ironman athlete, your bag is on the right. I just saw one of our athletes running around going, where's my bag? Oh wait, it's on the other side. Yeah. So here they go. You know, when we're out of competition, just running observers, it's very It's easy for us. Yeah. to make some judgments. Yeah, they call it. Одиннадцатая позиция, 11th position. Делает свои новые рекорды. У вас получится. Спасибо. Макс хорош, от второго места минут 7. От первого минут 40, правда. Но он потихонечку подсдувается тоже, его там накрывает. Crowd ever. The best supporters ever. Here she is.
Welcome Team номер 803. Ну что, настало время прокомментировать беговой этап, который сейчас проходит. Немножко подсказал Максиму Князеву. Жара на самом деле сильная, градусов показывает 26, плюс дополнительно ветер и много кого накрывает. Темп плавает, самый быстрый там может быть бежит 4.15, 4.20, в среднем 4.18, по-моему, показывает у него на данный момент. И что тут сказать, беговой этап будет довольно тяжелый, ветерок неплохой, в тенечке нормально, но на солнце жарит порядочно. Люди пьют, люди пользуются губками, и поэтому бег, наверное, нужно сначала не стараться сильно топить, потому что очень много кто складывается позже, да, то есть кто устает, утомляется от жары и кого настигает принцип тепловой удар. Вот. Поэтому установка такая, не знаю, Лизе пробую подсказать. Лиза должна подъехать с минуты на минуту. И, собственно, провожаем ее на беговой этап на марафон. Да, почему-то отсечки не было, автоматика не сработала. Реально, что-то автоматика не сработала. Отметка со 170 еще не показала вообще. Я увидел только глазами Лизу. Она переодевается. Беги за мной, я тебе сейчас расскажу. Это был самый конченый велоэтап. Там такой ветер. Это просто жесть. Короче, я до 120-го шла на прям уверенный САП 6. Короче, мне так крутилось круто. Потом народ драфтил просто без обломов. В итоге в пачке драфтинга я получаю впервые в жизни синюю карточку. На 120-м километре встаю в пенальти-бокс, и там разворот. И просто со 120-го включают постоянный встречный ветер. Это жесть. Это просто ужасно. Короче, сильно не топи. Да. Там люди сходят из-за жары, потому что... Да? О, блин. Да, тебе как бы... Я вообще хочу в штаны засунуть лед. Там есть губки, будут здорово прям. Да. Ты в группе 6-я. В своей группе. Это как бы не имеет значения. Ну просто на всякий случай говорю, вдруг. Могла, ну вот я говорю, 5 минут. Ты давай, сильно не торопись долго бежать. Спокойно, спокойно. Я прям чуть по 6-0. Чикай пульс. Проверяй. А то это... Как вообще атмосферка? Атмосфера нормальная, все классно. Не На показывает велике его. поломок было просто жесть. Короче, прям вот реально за каждым углом проколы. Там просто кто-то лежит вдоль обочины, ноги задрал. Короче, жесть. Там просто лежит труп, да, скажи. Я надеюсь, их подберут. Все, хорошо, давай, ты это вообще не топи. Ты Потихоньку. водичку обливайся. Да, Спокойно. мне прям нужен лед. Пройти надо. Ну, от 120 до 180 я раз 6 я сказала, что это последний раз. Раза 3 сошла. А еще видишь пробившихся людей. Думаешь, блин, сейчас проколюсь, ну и все. Ага. А велик надежный. Велик клевый. Ну все, видите, как бывает. Очень сложный велоэтап, я уверен. Беговой еще сложнее. Посмотрим, будем наблюдать. Миша, молоток, молоток. Нормально. Че, как самочуха? Плохо, да? Че, давай. Держись. Слушайте, ну вы видели все сами. Не очень хорошо себя чувствует человек.
На самом деле все, я думаю, закономерно. Он и сам это подтвердит. Количество объемов и тренировок не так много, как у Лизы. Собственно, вот он и результат. Я вообще вижу очень много людей, которым, очень плохо. Скорее всего, это просто математика. Просто недостаточно объемов, недостаточно подготовки. Но победа тем более требует подготовки, это очевидно. Да? Ждем его, спросим, как он, посмотрим вообще, будет бежать, нет. Ну, вроде как переодевается. Аккуратненько, лед сейчас будет, вон там вот под мостом сразу губки, лед, все будет. Да подожди ты, господи, ну кто-то прогуляйтесь со мной, а? Че, как сама? Жарко. Офигенно жарко. Брать я не могу. Как хорошо. Коротенькие шажочки, не раскатывай, покороче шаги. Что подсела-то? Ну что, я не смог догнать вас, вы так быстро бежали вместе. Да? Что ты ей сказал? Что ж, бежит хорошо. Скоро финиш. Сейчас Мишу догонять будем. Похвалил. А, цель поставил догнать Мишу? Конечно. Зачем? Просто чтобы веселее бежать было вдвоем. Так Миша же медленнее бежит. Он же медленнее бежит. Ничего, сейчас догонит, хотя бы вместе побегают чуть-чуть. И одного, так сказать, поддержать, да, и другую как бы чуть подогнать. Да, да. Блин, вот это вот тренер молодец, молодец. Да. Не зря свой хлеб ешь, молодец. Умничка, умничка. Че? Не смотри под ноги, вперед смотри, я буду нудеть. Вот человек из Омска, Александр Захаров, прошел дистанцию. Сейчас мы ему пару вопросов зададим. Вот Вова тоже из Омска прошел дистанцию. Лед раздает. Что-то Вова стал волонтером, походу, да? Да, А не да. участником. Мы вместе как бы лед раздавали, но все берут классно. Ну что, тебя на беге ударило жарой-то? Да. Ну, помог нурофен. Вот, на 15 километре съел нурофен и побежал по 4:30 уже более-менее. Пункта питания достаточно? Да, нормально. Лед везде есть? Лед? Нет, лед только здесь, в одном месте. А еда там везде есть? Еда везде. Везде есть гели, изотоники там. Сколько гелей съел? Я не считал. Дофига. Ну, не знаю, штук 5, наверное, или 6. Ну, на велике сколько-то, да? Ну, я на велике каждый там геля 3, наверное, съел. Ага. Ну, и геля 2 или 3, наверное. Ты на велике их ел или пил, смешивал с водой? Ел. Ел и запивал просто. Да, заел, запивал. Ну, у меня еще этот бетарфуй был. Вот, его еще попивал. А ты же ты же не на разделке, ты же на шосике, да? Да. Не, ну у меня тут аэробар. Аэробар есть? Да. Он, кстати, очень помог. Что, лежал все время или нет? Ну нет, я еще с ним как бы не постоянно, поэтому затекает спина. Первая дистанция 5:40. Первый раз половинку сделал человек. Отличное время, считаю. Молоток. Круто, учитывая условия, ветер и всю и жару, это прям здорово. Ну да. Я планировал как бы где-то в районе 6, но получилось быстрее. Отлично, молодец. Человек помогает, а тренер стоит в стороне и улыбается. Да. Спасибо.
Лиза, умничка, умничка, давай, 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 отлично. Я вообще должна быть модель. Молоток. Вода. Ладно. Что, как Что ощущение? я вам могу сказать? Жрать я не могу последние 15 километров. Если честно, думаю, то ли блевануть, то ли пожрать. Но... Устала, да? А у меня на каждом старте такая фигня. Не могу я, короче. Видишь, я попробовала в этот раз типа твердое питание на веле. Я думала, гели в меня полезут на беге. 2 я съела и все, до свидания. Давай, держись, малеха осталась. Малеха. Ледок между грудей так это позвякивает. И говорю спасибо волонтерам. Они реально очень крутые. Я говорю, когда я скажу, что я покупаю куда-то слот, ты поговори со мной. Все, велик продаем. Шел 38-й километр гонки, или 200 там какой-то, а Лиза договаривалась с тренером о пьянке в Барнауле. А тренировки персональные. Что ты обо мне? Вы о пьянке тоже. Ну что, мы двигаемся к финишу. Лиза уже нас догоняет потихонечку. Она молодец, идет хорошо. В целом она будет на 6-м месте в своей группе, что довольно неплохой результат, я считаю. Молодец. Человек занимался, человек проходит дистанцию. Я вообще считаю, что такие дистанции, они, наверное, о прохождении, потому что заходишь сильно в долг, поэтому большая победа то, что уже, в принципе, проходишь. Ну, мне кажется так. Ну и время у нее неплохое, 12 небольшое. И время, да, ну то есть это круто, поэтому мы рады, будем ждать ее на финише сейчас. Это долгий день подходит к концу, ну представьте, 12 часов находиться в движении, жрать Интенсивно. непонятно что в интенсивном движении, когда твой пульс там, ну мне кажется, у нее высокий пульс. Ну, за 150 всю дистанцию. Да, не, если не больше. Look at that, look at that. You will be an Ironman. Welcome to your finish line. Вот они, вот дистанции. Давайте все с очками и все без очков. Вот наша что ведет. Что там далее? Поздравляем! Короче, такая села в креслице с пивком. И потом меня совесть начала мучить. Думаю, ведь ждете же где-то. Да. Молоток вообще, Лиза. Ты Но машина. Ты машина. типа 12:35 была Казань с сокращенным плаванием. Сейчас 12:32, по-моему. С 5-минутным стоянием. Да, с 5-минутным стоянием и отвратительным бегом. Хуже я не бегала еще вообще ни разу. Вот сигнал, который Лиза неоднозначно всем подает о своем состоянии. Вот он этот сигнал. Что я вам могу сказать? Это была очень классная гонка, очень хорошие волонтеры. Спасибо вам за поддержку, мальчики. Это было очень ценно. Я даже реально бежала последнюю часть. Если бы мужа не встретила, так бы с губками и финишировала, как дура. Я тебе открою секрет, ты даже в данный момент с губкой. Где? В кепке, да? Давай заценим загар. О боже! Вот это да! А чипы транзитки будут снимать. Я единственное, что хочу сказать. Как тебе третий старт за 1,5 месяца? Отвратительно. Не надо Больше так мы так не делать. будем экспериментировать. Короче, 2 половинки подряд, и потом следом полный, это неправильное решение. Но что сделаешь? Мы этого старта ждали 3 года. Короче, 228 это статья за что там, хранение и распространение. Не называй слово, пожалуйста. Вот. Нет, триатлон это по-хорошему такой классный наркотик. Поэтому абсолютно законная статья, потому что храню и распространяю. Супер. Все прилично. Ну что, друзья, теперь точно конец.
Поговорили с Лизой немножко после финиша. Рассказала, что лидеры, сейчас я прикреплю скрины, кто были лидеры вообще по мужчинам, по женщинам. Прикреплю обязательно данные, какое заняла Лиза место. И там было окошко такое, короче, на вело, когда не было ветра. И тот, кто успел, тот успел. Кто не успел, того накрыло. И вот так вот все. Поэтому два сильных фактора — это ветер и жара, которые присутствовали на этом старте. А в целом-то все вот так, как было. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, передавайте приветы участникам этого видео. Может, себя увидите. Всем спасибо, всем пока.